Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, что происходит со школьными стрелками в тюрьме? Это всегда резонансные случаи, когда подростки берут в руки оружие. Если причины такого поведения в большинстве своем понятны, какова дальнейшая судьба этих детей? Привет, меня зовут Нокс. Сегодня я расскажу вам о трагических судьбах школьных стрелков и о том, что происходит с ними в тюрьме. Поехали. 20 апреля 1999 года в школе Columbine High School, расположенной в городе Литлтон, штат Колорадо, США, произошло трагическое событие. Два ученика, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, подвергавшиеся социальной изоляции, тщательно спланировали атаку на свою школу. Вооружившись двумя обрезами, они начали стрельбу в библиотеке, классах и других помещениях школы. За менее чем час они убили 13 человек и ранили еще 24. Также они установили две самодельные бомбы в школьной столовой, однако те, к счастью, не сработали. После завершения нападения подростки покончили с собой, выстрелив себе в голову. Расследование показало, что оба юноши симпатизировали идеям неофашизма и неоднократно репетировали свои действия в видеоиграх. Ти Джей Лейн. Ти Джей Лейн в возрасте 17 лет устроил стрельбу в кафетерии своей школы в штате Огайо, США. Это привело к гибели 3 человек и серьезным ранениям еще 2. Ти Джей родился 19 сентября 1994 года в Огайо. В школе он был тихим и замкнутым подростком, часто подвергался насмешкам со стороны других учеников. Трагедия произошла утром 27 февраля 2012 года. Примерно в 7 часов утра по местному времени подросток, одетый в майку с надписью «Киллер», забежал в кафетерий с пистолетом и начал стрелять по группам людей. 3 человек погибли на месте, 2 были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших остался инвалидом и до конца жизни обречен передвигаться на коляске. 19 марта 2013 года суд приговорил 17-летнего Ти Джея к 3 пожизненным срокам заключения без права на досрочное освобождение. В 2025 продолжает отбывать остаток своего пожизненного заключения в тюрьме особо строгого режима с 3-м уровнем безопасности Супермакс под названием Ohio State Penitentiary, который находится в городе Янгстаун и считается отнюдь не образцовым заключенным. Утром 15 января 2002 года Винсент Родригес пришел в среднюю школу имени Мартина Лютера Кинга-младшего и незаметно вошел внутрь через боковую дверь на 66-й западной улице рядом с Амстердам-авеню. Поднявшись на 5-й этаж, он спрятал полуавтоматический пистолет Лортин 380-го калибра в шкафчике с огнетушителем. Примерно в 2 часа дня в коридоре 4-го этажа прозвучали выстрелы. Родригес открыл огонь по 2 своим одноклассникам, 16-летнему Андрею Уилкинсу и 17-летнему Андрею Неперу, смертельно ранив обоих. Причиной нападения стала месть за инцидент, произошедший 10 января этого же года в школьной столовой, где пострадавшие оскорбляли девушку Родригеса. Отказавшись принять вызов на драку после защиты чести своей подруги, Родригес посчитал, что его унизили тем, что жертвы начали подтрунивать над ним. 21 февраля 2003 года Винсент Родригес был приговорен к 10 годам лишения свободы. 27 января он признал себя виновным в нападении и попытке нападения. Что случилось с ним дальше, осталось неизвестным. В конце января 1979 года Америка была потрясена новостью о молодой девушке, которая открыла огонь из окна своего дома в Огайо. Бренда Энн Спенсер родилась 3 апреля 1962 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Вскоре после ее рождения мать ушла из семьи, оставив маленькую дочь на попечение отца-алкоголика, склонного к насилию. Девочка росла без друзей, а вместо сказок отец рассказывал ей истории о жестоких убийцах, которыми восхищался. Несмотря на хорошие оценки в начальной школе, Бренда столкнулась с трудностями в общении со сверстниками и оставалась изгоем. Со временем ее успехи в учебе стали ухудшаться, и девушка начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь. На Рождество отец подарил Бренде винтовку Ругер 22-го калибра с оптическим прицелом и 500 патронами. Получив этот подарок, 15-летняя девочка решила покончить с собой, но прежде совершить нечто, что сделает ее знаменитой на всю страну. Утром 29 января 1979 года Бренда взяла оружие и начала стрелять из окна своего дома по школьникам. В результате стрельбы пострадали 11 человек, большинство из них выжили. 4 апреля 1980 года Бренда Спенсер была приговорена к пожизненному заключению. Несмотря на возможность условно-досрочного освобождения, ей регулярно отказывали в этом праве. В 2024 Бренде исполнилось 62 года, и она сможет снова подать прошение об УДО в 2025, но шансы на освобождение остаются низкими.
Чарльз Эндрю Уильямс родился 8 февраля 1986 года в Фредерике, штат Мэриленд. Его родители развелись в 1990 году, после чего Чарльз жил с отцом, тогда как его брат остался с матерью. Уильямс провел детство в Мэриленде, переезжая вместе с семьей несколько раз. В 2000 году Чарльз начал учиться в средней школе Сантаны. Здесь он столкнулся с постоянным буллингом и избиениями со стороны одноклассников. В поисках дружбы он присоединился к группе скейтбордистов, но и там вскоре стал объектом насмешек, что вынудило его покинуть компанию. Утром понедельника, 5 марта 2001 года, 15-летний Уильямс взял из квартиры отца 8-зарядный револьвер Arminius HV-7 22 калибра и патроны к нему. В 9:20 утра он начал стрелять из револьвера в туалете для мальчиков в школе Сантаны, затем продолжил беспорядочную стрельбу в коридорах школы. В результате стрельбы погибли 2 ученика. 14-летний Брайан Зукер и 17-летний Рэнди Гордон. Еще 13 человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. 15 августа 2002 года суд Калифорнии приговорил Уильямса, несмотря на его несовершеннолетие, к 50 годам тюремного заключения. Во время вынесения приговора Уильямс принес извинения и выразил раскаяние в содеянном. Сейчас Чарльз Эндрю Уильямс отбывает наказание в тюрьме Ironwood State Prison с максимальным уровнем безопасности в одиночной камере. Изначально его должны были освободить 5 марта 2051 года, но из-за проблем с перенаселенностью условное освобождение было перенесено на 5 марта 2025 года. Джейсон Клинард выглядел как обычный 14-летний подросток утром 2 марта 2005 года, когда покинул дом и пошел к остановке школьного автобуса. Как утверждали потом обвинители, Клинард испытывал неприязнь к водителю школьного автобуса Джойс Грегори, которая дважды обращалась в полицию по поводу его поведения, когда он учился в старшей школе города Камберленд-Сити, штат Теннесси, что привело к его временному исключению из школы. На следующий день после возвращения в школу Клинард подошел к автобусу, вытащил из-под куртки отцовский пистолет 45-го калибра и произвел 6 выстрелов в направлении водительского кресла. В мае 2006 года Клинарда судили как взрослого за убийство первой степени в окружном суде округа Стюарт, и он был приговорен к пожизненному заключению. 19 сентября 2023 года Клинард был освобожден из тюрьмы. Федеральный судья решил, что Джейсон должен был провести в исправительном учреждении для несовершеннолетних чуть больше 4 лет вместо пожизненного срока. Во время заключения Клинард получил аттестат о среднем образовании и занимался получением степени младшего специалиста. Тиа Уимберли. 12 ноября 2008 года 15-летняя Тиа Уимберли застрелила свою подругу и одноклассницу Аманду Коллетт, участницу школьного танцевального коллектива хип-хопа в старшей школе Дилларда в Форт Лодердейле, штат Флорида, США. Коллетт также было 15 лет. По слухам, Уимберли проявляла интерес к романтическим отношениям, и когда Коллетт отвергла ее внимание, она впала в ярость. Выстрелив в Коллетт во время перерыва между занятиями, Уимберли затем убежала в ближайший ресторан, откуда позвонила в службу 911 и призналась в своем деянии. Полицейские задержали ее в ресторане и конфисковали оружие. Уимберли предстояло судебное разбирательство в суде для взрослых. Ее признали виновной в убийстве 2-й степени и хранении оружия на территории учебного заведения. Хотя ей угрожало пожизненное заключение за совершенное преступление, судья предложил направить ее в исправительное учреждение для несовершеннолетних до достижения ею 21 года, что являлось минимальным возможным наказанием. Тиа выросла под присмотром бабушки и дедушки после развода родителей, произошедшего задолго до ее рождения. В детстве Тиа переживала насилие. Эксперты-психологи, выступавшие на суде, свидетельствовали о том, что она страдала депрессией и остро нуждалась в профессиональной помощи. В марте 2010 года суд принял решение, согласно которому Тиа Уимберли должна провести следующие 25 лет в тюрьме. 19 июля 2005 года суд штата Миннесота, США, признал 16-летнего Джона Джейсона Маклафлина виновным в убийстве 2 своих одноклассников. Суд отклонил доводы обвиняемого о том, что он намеревался лишь ранить одну из жертв, а также аргументы адвоката о невменяемости подростка. Судья признал Маклафлина виновным в убийстве 1-й и 2-й степеней. Преступление произошло 24 сентября 2003 года в городе Рокхари. Маклафлин принес в школу, где он учился, пистолет 22-го калибра, принадлежащий
принадлежавший его отцу, помощнику шерифа, и выстрелил в 14-летнего Сета Бартелла. Вторая жертва, 17-летний Аарон Роллинс, погиб случайно, когда Маклафлин произвел несколько выстрелов наугад. На суде Джон Маклафлин заявил, что его конфликты с Бартеллом начались еще в 6 классе и что его дразнили главным образом из-за прыщей и прочих вещей. За убийство первой степени предусмотрено обязательное пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение через 30 лет. В настоящее время Джон Джейсон Маклафлин содержится в тюрьме Стиллуотер. 22 марта 2001 года Джейсон Энтони Хоффман совершил стрельбу в средней школе пригорода Сан-Диего, убив 5 человек. 18-летний Хоффман, которого одноклассники описывали как замкнутого, мрачного и склонного к вспышкам агрессии, пришел в школу с намерением убить директора Дэна Барнса. В письменных показаниях, представленных полицией после инцидента, Хоффман утверждал, что Барнс собирался его убить и что директор каким-то образом повинен в том, что он не смог поступить на службу в ВМС. Заметив мистера Барнса возле административного здания, Хоффман опустился на колено и выстрелил в него из дробовика 12-го калибра. Затем он повернулся и попытался бежать, но упал примерно в 65 футах от своего грузовика. У него за поясом был обнаружен пистолет 22-го калибра, но он так и не воспользовался им. Рядом с ним на земле нашли несколько патронов этого же калибра. У 18-летнего Джейсона Хоффмана была диагностирована клиническая депрессия. В возрасте 14 лет ему назначили посещение курсов по контролю гнева после того, как он ударил одноклассника теннисной ракеткой. Хоффман вырос в сложной семье. Его отец имел проблемы с алкоголем и даже провел некоторое время в тюрьме по обвинению в угрозе безопасности ребенка. В августе 2001 года Джейсон Энтони Хоффман признал себя виновным в стрельбе 22 марта 2001 года в школе Гранит Хиллз. Приговор должен был быть вынесен 8 ноября 2001 года, но до суда дело не дошло. Хоффман покончил с собой в тюремной камере. 5 сентября 2017 года в российской школе номер 1 подмосковного города Ивантеевка раздались выстрелы и громкие взрывы. Один из учеников решил отомстить учителям и одноклассникам за постоянные унижения, которые он терпел на протяжении учебы. Дело в том, что мальчик просто хотел носить одежду в стиле милитари, но учительница запрещала это делать. После очередного отказа подросток ударил женщину кухонным топориком по голове. Испуганные ученики пытались укрыться в подсобке. Мальчик вошел в класс и начал взрывать самодельные взрыв-пакеты. Он разбивал стекла и стрелял из пневматического автомата. Затем он пошел к своим одноклассникам, намереваясь расправиться с ними. К счастью, в этот момент в помещение ворвалась полиция. Подростка задержали прибывшие сотрудники спецназа. 15 февраля 2019 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Пивнева. Юноше назначили наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. К сожалению, значимость человеческой жизни действительно снижается из-за влияния таких факторов, как компьютерные игры и интернет, где сцены насилия доступны повсеместно. Надежды на то, что усиление охраны в школах решит проблему, скорее всего, окажутся напрасны. Беседа с подростками о том, что насилие — это плохо, вероятно, также не принесет желаемого результата. Специалисты считают, что необходимо менять подходы к воспитанию детей, помогать им правильно выражать свое мнение и эмоции. Пока вы пишете свои ответы в комментариях, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересный сценарий, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.